Все ли вы знаете о резкости Photoshop? Я думаю, что ни вы, ни я, ни кто-либо другой не знает всех возможностей Photoshop. И, соответственно, методов повышения резкости существует множество. Сегодня мы с вами изучим самые простые и самые эффективные методы усиления, повышения резкости. Я пользуюсь всего несколькими способами. И мои самые любимые записаны в Action. Но сегодня мы с вами пройдемся по всем способам, которые, по крайней мере, знаю я. И результатом нашей с вами практики будет записанный Action, который включит в себя все известные мне способы. А дальше вы уже сами сможете дополнять, расширять свою коллекцию экшенов повышения резкости. И это значительно сэкономит вам время и, конечно же, улучшит качество ваших фотографий. Вы сможете применять тот или иной метод практически в один клик. Каждый способ усиления резкости имеет свои плюсы и минусы. Один лучше применять в пейзажах, другой лучше использовать при обработке портретов. Но вам всегда при работе с резкостью необходимо учесть несколько моментов. Итак, усиление резкости – это самый последний штрих при обработке фотографии. Поэтому все, как правило, заканчивают обработку именно работой с резкостью. Следующий момент. При увеличении резкости повышается шум, появляются ореолы. И поэтому важно правильно применять методы и понимать меру, чувствовать, когда нужно уже остановиться. Также необходимо знать и понимать свойства маски, чтобы применять повышение резкости локально, так как, например, в портретах, особенно в женских, вы можете сделать слишком видимыми текстуру кожи, поры, мелкие детали, волоски. Это будет смотреться неэстетично. И поэтому лучше усиливать резкость, например, только на глазах, на губах, на бровях, волосах, а на коже этого делать не стоит. В случае пейзажей, например, высокая резкость на облаках также будет смотреться неестественно. И поэтому лучше применять резкость на нижнюю часть снимка. А на небе такой эффект лучше не использовать. И также убирать при помощи маски. Если вы первый раз слышите, что такое маска Photoshop, то обязательно посмотрите ролик, где я рассказываю, как работают маски. Подсказка будет сверху. И еще один очень важный момент. При печати на бумаге резкость размывается. И изображение можно делать слегка резче, чем для публикации в интернет, чтобы на бумаге получить нужный, необходимый и качественный результат. Итак, давайте приступим. Если вы зайдете в панель Photoshop фильтр, усиление резкости, то вы здесь увидите 1, 2, 3, 4, 5, 6 эффектов. Резкость на краях и усиление резкости используют стандартные настройки. Они не регулируются, выставлены по умолчанию. А это значит, что мы их пропускаем. Они нам не интересны. Нам интересны те настройки, на которые мы влияем. Далее пойдем по порядку от самого простого к самому сложному, но самому эффективному методу. Будем записывать экшен. Вы заодно потренируетесь и с записью экшенов. Итак, первый, самый простой способ. Резкость плюс. Это полуавтоматическая настройка. У нее есть всего лишь одна регулировка, которая позволяет понизить эффективность. И после того, как вы примените этот фильтр, эта настройка становится активна. И интенсивность можно ослабить в закладке редактирования «Ослабить резкость плюс». Копируем изображение. Фильтр. Усиление резкости. Резкость плюс. Давайте я увеличу изображение, чтобы вы увидели, как работает этот фильтр. При работе с резкостью, как правило, масштаб устанавливают 50 или 100%. При более меньшем масштабе эффект практически незаметен. Итак, смотрим. Вот такая фотография была. Обратите внимание на глаза совы. И вот такой эффект дал нам этот фильтр. И как я уже говорил, пройдя в редактирование, можно этот фильтр ослабить. Ослабить резкость плюс. Здесь есть режимы наложения, они ничего интересного не дают. Этот метод используется в совокупе с другими слоями. В данном случае воздействие этого фильтра можно лишь уменьшить. Этот эффект действует абсолютно так же, если бы мы понижали непрозрачность слоя. Поэтому мы давайте все настройки вернем на место. И начнем записывать наши экшены. Итак, я открываю закладку с панелью экшенов. Если у вас этой панели нет, ее можно активировать, пройдя в окно и кликнуть на операции. Или вызвать эту панель сочетанием клавиш Alt F9. У меня Photoshop 2019, и здесь перевод в некоторых моментах поменялся. Но я думаю, вы легко сориентируетесь. Итак, вы открыли панель экшенов. Нажимаем на значок
папочки. Папку я назову резкость. Окей. Теперь в этой папке у нас будут храниться все экшены, которые усиливают резкость. Итак, создаем первый экшен. Нажимаем на значок «Создать экшен», присваиваем имя. Я буду сразу их нумеровать по порядку. Записать. В окошке загорелась вот эта вот красная кнопочка, значит экшен записывается. Дублируем слой. Переходим в фильтр. Усиление резкости. Резкость плюс. И запись экшена останавливаем. Вот такой коротенький и простой экшен у нас получился. Я сверну все действия, они мне не понадобятся. Сочетанием клавиш Ctrl-0 масштабирую фотографию по окну Adobe Photoshop, удалю верхний слой и проверю свой экшен на работоспособность. Итак, я выделяю экшен и нажимаю на значок треугольника, чтобы выполнить записанную операцию. И вот наш экшен применился. Итак, смотрим. Было, стало. Если эффект мы считаем чересчур агрессивным, мы можем его понизить, убавив непрозрачность верх лежащего слоя. Нам не обязательно проходить в настройки редактирования и понижать интенсивность фильтра там. Это достаточно простой и деликатный способ, я его практически никогда не использую. Но в коллекции пусть у нас будет. Иногда все-таки им пользоваться можно. Двигаемся дальше. Выбираем второе изображение, будем записывать второй экшен. Изображение буду менять, чтобы нам не было скучно. Вот такое замечательное изображение. И мы переходим ко второму способу – умная резкость. Итак, нажимаем на кнопку «Создать экшен», присваиваем имя, записать. Дублируем изображение, правой кнопкой мыши нажимаем на вновь появившийся слой, преобразовать в смарт-объект. Позже я объясню, для чего мы это делаем. Идем в фильтр, усиление резкости, умная резкость. В вашем случае окошко наверняка будет меньше, вы можете его раздвинуть для работы. Нижняя панель тени и света будет наверняка скрыта, поэтому ее лучше раскрыть. Итак, давайте посмотрим. Не очень быстро он работает. Окошко «Эффект» усиливает или ослабляет эффект усиления резкости. Стоит обратить внимание, что алгоритм по Гауссу дает более грубый эффект, а вот алгоритм размытия объектива, у вас он может называться при малой глубине резкости, предпочтительное, так как дает более щадящий, плавный и натуральный эффект. Давайте выставим средние настроечки. Я поставлю эффект 150, радиус поставлю 1,2. Также в этом инструменте можно отдельно отрегулировать эффект в светах и в тенях. В светах лучше эффект понизить. Я обычно ставлю на 100% ослабление эффекта. Это поможет избежать зерна, так как оно заметно чаще всего именно на светлых участках. В тенях можно оставить как есть. В темных участках, как правило, артефакты практически незаметны. Итак, нажимаем ОК. Фильтр применяется. Он довольно-таки не быстрый. И теперь нажимаем стоп, запись экшен. Все, мы экшен записали. Давайте посмотрим, как работает наш экшен, а потом посмотрим на результат этого эффекта. Итак, я удаляю верхний слой, оставляю фотографию, как она есть. Давайте сразу увеличу изображение. Скрою действие, выберу экшен «Умная резкость» и включу его. Давайте сделаю еще немного покрупнее. Итак, давайте посмотрим. Было, стало. Результат налицо. Фильтр сработал качественно, деликатно. Повысил резкость на ворсинках. Давайте посмотрим вот здесь. Вот так, видите, черные светлые волоски. Вот по темным хорошо видно. Вот они совсем размытые. И вот так они более четкие. Отлично. Если вам кажется, что эффекта маловато, сейчас я покажу, для чего мы создавали смарт-фильтр. После того, как настройки применились, вы можете кликнуть вот сюда. Это фильтр «Умная резкость». И у вас всплывают настройки, вы всегда их можете поправить. Сделать эффект, например, посильнее. И, например, еще немного уменьшить шум. Нажимаем ОК.
Если слой не перевести в смарт-объект, то такая функция доступна не будет. У вас будет применен фильтр по умолчанию, и вы сможете только его лишь удалить. Итак, мы эффект усилили. Давайте смотрим. Было, стало. Теперь он явно бросается в глаза. Если вам кажется, что вы немного переусердствовали, также можно слегка понизить непрозрачность слоя. Вот такой результат прям вообще отличный. Так, ну что, двигаемся дальше? Поехали. Выбираем следующую фотографию. Вот такой вот котейка. Давайте сделаем сразу его покрупнее. Нам нужно видеть шерсть, волоски, усы. Именно по этим деталям мы будем определять, как работает наш следующий фильтр. Итак, запускаем новую операцию, новый экшен. Называем его контурная резкость. Записать. Дублируем слой правой кнопкой мыши. Преобразовать в смарт-объект. Фильтр. Усиление резкости. Контурная резкость. Эффект ставим на максимум. Значение поднимаем на 500. Пусть пока вас это не пугает. Радиус убавим в самое низкое значение и будем постепенно двигать вправо. Если мышкой двигаться сложно, можно привлечь на помощь клавиши. На клавиатуре клавиши стрелки вверх и вниз отвечают за пошаговое движение радиуса. Эффект можно понижать, чтобы подобрать более нужный нам результат. Лучше также воспользоваться кнопками. В светлых участках появился шум, и вот этот ползунок-порог отвечает как раз за подавление шума в светлых участках. Но при этом он дает легкое размытие, поэтому смотрите, не злоупотребляйте этой клавишей. Итак, мы выставляем вот примерно такие средние параметры. Кнопочкой просмотр можно посмотреть было, стало. На этих настройках я остановлюсь, нажимаю ОК. Останавливаю запись экшена. Так, давайте удалим и сразу проверим, как наш экшен сработает. Итак, запускаем экшен. Давайте выделим его сначала. Запускаем. Вот так он повысил резкость. Было, стало. Здесь также можно кликнуть на надпись «Контурная резкость». У вас всплывет фильтр, и вы можете подвинуть ползунки и настроить под конкретное ваше изображение. Ну и, соответственно, также интенсивность этого метода усиления резкости вы можете понизить путем снижения непрозрачности слоя. Когда мы рассматриваем вблизи, мы, конечно же, видим много шума. Но стоит только отдалить фотографию, как эффект совершенно другой. А данный способ, записанный в экшен, позволяет нам каждый раз не ковыряться в настройках, а применить ранее записанные настройки и потом в случае необходимости их доработать. Было, стало. Итак, двигаемся дальше. Переходим к следующему методу. Это, наверное, самый популярный и самый известный метод среди фотографов. Он достаточно простой, достаточно эффективный. Но сейчас я вам покажу маленькую изюминку этого метода, о котором вы навряд ли слышали ранее. Итак, теперь мы работаем с пейзажем. Включаем запись нового экшена. Присваиваем название, соответствующее методу. Цветовой контраст. Записать. Дублируем слой. Правой кнопкой переводим в смарт-объект. Далее идем в фильтр, другое. И с 2019 года он начал называться не цветовой, а краевой контраст. Ну, наверное, нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к этому названию. У меня пусть пока останется цветовой. Я привык его называть именно так. Итак, кликаем цветовой или кто обновил Photoshop краевой контраст. Изображение у нас обесцвечивается, и это нам на руку, потому что теперь мы видим текстуру мелких и средних деталей. Радиус убираем влево до конца, и теперь будем двигать постепенно вправо, пока не проявится детализация. Мне практика показывает, что я использую чаще всего настроечки 3 или 5 пикселей. Поэтому давайте мы сразу, наверное, поставим 5 пикселей. Это может быть для конкретно этого изображения и будет слишком много, но вы сами понимаете, что легко можно понизить простым движением, просто убрать непрозрачность слоя. Итак, нажимаем ОК. Режим наложения меняем на перекрытие. Теперь мы с вами переходим в корректирующие слои. Выбираем кривые. Нажимаем вот эту вот кнопочку, которая поможет нам создать обтравочную маску.
появляется вот такая вот интересная гистограмма, ну потому что она применяется только вот к этому серому слою. В гистограмме выставляем среднюю точку. В фотошопе ровная середина обозначается цифрами вход 128 и выход 128. Поэтому кривые в Photoshop мне нравятся намного больше, чем в Lightroom. Здесь можно практически каждое значение подобрать цифрой и выставить очень четко, деликатно, именно так, как тебе нужно. Итак, середину мы выставили. Теперь ставим вот здесь еще одну точку. И вот здесь еще одну точку. Практически на центре вот этого квадрата, но немного сдвинуто к центральной точке. И подтягиваем наши кривые немного к низу. И получаем вот такую интересную кривую, такой вот забавной формы. Для чего это нам нужно, я покажу чуть-чуть позже, буквально через полминуты. Объединяем два верхних слоя. Вот это вот не слой, да, вы понимаете, это вот просто скрытые настроечки смарт-объекта, смарт-фильтра. Так, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем группу из слоев. Название можно никакое не присваивать. Нажимаем ОК. Вот такой уже более сложный экшен мы с вами сделали. Останавливаем запись экшена. И теперь представьте только, вот это вот все мы в следующий раз будем делать просто одним кликом. Итак, сразу проверим работу экшена. Удаляю все, кроме фона. Скрою действие. Выберу свой крайний экшен, цветовой контраст. Нажимаю действие. Красота. Отлично. Ну, как я уже говорил, для этой фотографии этот эффект, наверное, будет многовато. Поэтому его можно понизить либо за счет снижения непрозрачности, либо также кликнуть на цветовой или краевой контраст. И здесь поставить другие настройки, скажем, 4 пикселя. Окей. Так, теперь вы спросите, для чего же мы делали вот эту с вами такую интересную кривую? Ну, давайте посмотрим. Вот у нас здесь есть контрастные переходы между светлыми и темными участками. Вот это вот скала и небо. Давайте я отключу нижнюю фотографию, ее видимость. И мы с вами увидим, что у нас есть ореолы. И вот так бы эти ореолы выглядели, если бы мы это не применяли. Ага. Вы видите свечение в ветках? Сразу появилось, его не было. И вот здесь вот на скале. Так вот, создав вот эту кривую в виде индийского лука, мы с вами просто убрали вот это свечение на краях. Скрыли вот эти ореолы. Делать каждый раз это, соответственно, трудно, долго, кропотливо. Но мы теперь с вами будем эти настройки применять в один клик. Давайте я замасштабирую на все окно. Включу видимость. Так, активирую всю группу и давайте посмотрим. Вот так было. Значит, фотография кажется даже какой-то мыльной. И вот так вот стало. При этом мы с вами предупредили появление светлых и темных ореолов. Как подрегулировать их, вы теперь также знаете. Двигаемся дальше. Итак, выбираем следующее изображение. Открываем экшены. Создаем новый экшен. Следующий экшен достаточно простой. Мы будем его делать при помощи фильтра Camera Raw. Записать. Итак, дублируем изображение. Преобразовать в смарт-объект. Фильтр. Фильтр Camera Raw. Открывается изображение. Переходим в детализацию, повышаем эффект. Опять же, для всех фотографий по-разному. Мы с вами сделаем средние настройки, которые также можно либо понизить, либо повысить путем того, чтобы пройти через смарт-объект и попасть снова в Camera Raw. Итак, я эффект поставлю на 75, радиус 1,2. 35 пусть будет у меня детализация. Зажимаю Alt. И путем маскировки мы также с вами снижаем диапазон появляющихся ореолов. Давайте оставим где-то на 70. Также можно слегка подавить шум. Но делать это сильно не стоит, потому что, видите, изображение плывет и сразу мылится. Давайте мы сделаем 5. И сведения о резкости уберем в 0.
Нажимаем ОК. Фильтр применился. Действие экшена останавливаем. Убираем то, что мы натворили. И проверим работу нашего нового экшена. Итак, выбираем, включаем. Фильтр мгновенно сработал. Итак, смотрим. Было, стало. И если необходимо добавить, кликаем на фильтр Camera Raw. И в детализации усиливаем эффект. Окей. Было, стало. Идем дальше. Не зря я выбрал эту фотографию, потому что этот метод, который мы сейчас будем записывать в экшен, я чаще всего использую на портретах. Итак, включаем запись нового экшена. 0.6. Назовем его размытие. Вот так он интересно называется у нас. Ну, это за счет фильтров, которые участвуют в этом методе. Записать. Создаем два дубликата изображения. Раз. Два. Активируем верхнее изображение. Меняем наложение этого слоя на яркий свет. Далее идем в изображение, коррекция, инвертировать. Можно это выполнить сочетанием клавиш Ctrl-I. Инвертируем. Теперь выделяем два верхних изображения. Правой кнопкой мыши создаем группу из этих изображений. Окей. Всю группу переводим в режим наложения перекрытия. Раскроем папку. Активируем верхнее изображение. Переходим в фильтр размытие. Размытие по поверхности. Радиус поставим опять же среднее значение 17. Порог 15. Нажимаем ОК. Теперь делаем активную группу и зажатой клавишей Alt создаем инвертированную черную маску. Запись экшена останавливаем. Давайте сразу проверим, как записался экшен. Включаем. Так, давайте увеличим изображение. Теперь выбираем белую мягкую кисть. Непрозрачность нажатия 100%. Размер кисти регулируем квадратными скобками. Если вы не знаете, то мягкую кисть можно выставить вот таким образом, убрав жесткость до 0%. Проводим по глазам, по бровям и по губам. Зубы старайтесь не затрагивать. А если все-таки затронули, можно уменьшить кисть, сменить кисть на черный цвет. Это исправит эффект резкости, который туда случайно попал. Вот такую масочку мы получили. То есть мы поработали только с глазами, с бровями и с губами. И давайте посмотрим, как у нас легло усиление резкости на эти участки лица. Итак, было, стало. По-моему, превосходный результат. Ну что, двигаемся дальше. Выбираем следующее изображение. Итак, добавляем новый экшен. Назовем его в честь канала Lab. Записать. Итак, я иду изображение, режим, канал Lab. Изображение переводится в канал Lab. Делаю дубликат слоя. И так как в режиме Lab яркость полностью отделена от цвета, мы будем использовать с вами эту особенность. Это позволит нам сделать эффект без появления артефактов в цветах. Итак, идем в фильтр. Усиление резкости, умная резкость. Выставляю вот такие вот настроечки. Пожалуй, этого будет достаточно. Здесь мы не добавили с вами Smart Object, потому что перешли в другой режим изображения. Это уже не будет работать так, как нам нужно. Нажимаем ОК. Также следует отметить, что в Lab вы сможете использовать и другие способы, рассмотренные нами ранее. Контурная резкость или цветовой контраст. Мы сделаем экшен одного, а два других способа вы при желании сделаете сами по образу и подобию, используя материал этого видео. Итак, настройки я выставил. Двойной клик по слою «Не попадите в миниатюру» или название. Снимаем галочки с каналов А и Б.
Они у нас отвечают именно за цвет. И эффект при этом применится только к каналу цветов. Итак, нажимаем ОК. Идем в изображение. Режим RGB. Нам предлагают свести изображение в один слой. Мы отказываемся. Кликаем «Не выполнять». И останавливаем запись экшена. Так, давайте мы удалим изображение. Сразу проверим наш экшен на работоспособность. Выделяю 7-й экшен Lab. Нажимаю запись экшена. Запускаю экшен. Увеличиваю изображение, чтобы проверить этот метод, чтобы вам было видно. Итак, смотрим. Было. Встало. Один из моих любимых методов повышения резкости под номером 0.7. Итак, друзья, на этом сегодня все. Экшены, которые сегодня я записал, вы можете скачать по ссылке под видео. Для пользователей английской версии Photoshop будет вариант, созданный в английской версии. На всякий случай, чтобы не было сбоя. Называться он будет Sharpen. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что впереди еще нас ждет очень много интересного и полезного по обработке фотографий. До новых встреч, друзья! Четких, красивых, резких вам фотографий, сотни и тысячи лайков, восторженных зрителей и до новых встреч!